Всех приветствую, добро пожаловать на игровой канал, меня зовут Оскар. Сегодня у нас с вами мобильная игра под названием DR Survival. Сегодня мы будем с вами добивать ивент Охота и Рыбалка. Осталась у нас финальная часть, или по-другому можно сказать, заключительная часть данного события. Мы дошли до 7-го этапа. В первом этапе мы убили мутантов-тигров, потом мутанты-щук, потом черные грифы, потом десмонтирующие осетр, потом у нас зубр. И на прошлой серии у нас с вами был мутирующие самы. Сегодня, так предполагаю, будет у нас, может быть, с чем-то связано с жуками, так как у нас представители здесь многие присутствуют, но, к сожалению, почему-то здесь мы не видим ни насекомых, то есть представители насекомых имел в виду, ни ос здесь нету ни муравьев, которых у нас здесь должно, по идее, быть большое количество. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так, задание 4500 мы тратим монеток, нам как раз и должно это полностью охватить. И Дед Мазай говорит следующее. Видел когда-нибудь сальпугу? А вот как раз и у нас с вами будет, видимо, насекомое. Сальпуга, если не ошибаюсь, она относится к паукообразным. Ну, как паукообразным. У нас, например, в Казахстане, на казахском языке их называется арбузал. Сальпуга, фаланга дальше, если не ошибаюсь, их по-другому называют. Очень такие большие пауки. Конечно, никогда не кусали, но я видел, когда они кусали маленьких телят, то бывали такие случаи, что в области укуса было очень большое воспаление. И животное очень сильно мучилось. У нас в ауле это было, мы это видели. И очень сильно боялись таких желтых пауков. Они такие большие, немножко на таранту похожи. Ладно, мелкое такое паукообразное водится у нас на юге в степях. Сложно придумать, какие твари даже могли бы мутировать, но это случилось. Неподалеку я нашел несколько гнезд таких мутантов. Что, как эти гигантские скалопендры? Ага, только намного хуже. Вымахали до огромных размеров. Жвалами ногу в любой броне откусят на раз. Самое то тебе напоследок, может даже чересчур. Да и так много сделал. Отправлять тебя на смерть ради этой моей выдумки с испытаниями. Перестань, я отправлюсь. Ладно, чему быть, того не миновать. Но пока ты не ушел, хочу сказать. Ты уже доказал, что достоин продолжить мое дело. Я и сегодня мог бы спокойно уйти на покой и оставить пустоши под твоим присмотром. Дед Мазай прям говорит, как будто он король степей. Пустоши, точнее. Ладно, спасибо за эти слова, но я все равно пойду за Сальпугой. Ну, конечно, пойдем. Здесь ничего страшного нету. Знаю, я-то еще помню, что такое гордость охотника. Как можно дать главному трофею уйти из-под носа. Главное, будь осторожен и не лезь на рожон. Прощай. Не прощай, а до свидания, говорится здесь. Так, нам нужно будет переехать реку, и в итоге у нас там, получается, будет наша, видимо, с вами добыча. Интересно, как она выглядит у нас. Тут еще не похоже. Но и мы можем когда увидеть здесь. Вот таким образом она у нас, получается, выглядит. Хорошо, давайте готовиться. Ударим барабаном, вызовем, получается, зиму. Так, танец снежной бури. И мы спокойно можем переехать теперь реку. Местом, которое отметил на карте лесничий, оказался разоренный муравейник гигантских мутировавших муравьев. Никогда не видел ничего подобного. Горы разбросанного песка, обнажившиеся подземные туннели, оторванные лапы и куски хитина. А так собрать хитин, осмотреть местность давайте соберем, конечно. Судя по останкам, эти твари разорили довольно большую колонию. Ну и встреча меня ждет. Но нет смысла откладывать неизбежное. Раз уж я твердо решил добыть трофей, сальпук, осмотреть местность. Я заметил широкий след на песке, уходящий дальше по земле. Выглядит так, будто что-то большое, видимо, тушу муравья куда-то тащили. Видимо, сальпуги решили сделать запас пищи где-то у себя в норах. Ладно, идем по следу, и куда же она нас полностью должна привести? Видимо, наверх. Едем сюда. Нашел свежие следы, как обычно у нас это будет. Мы это все читали. Здесь ничего новенького в тексте у нас не меняется. Все обычно происходит преследование. Мы идем по следу. Хотя здесь можно было бы доработать те или иные различные механики. Как раз в конце я об этом скажу. Вернуться к следу мы ускоримся и едем обратно еще дальше наверх. Здесь, получается, по следу мы идем. У нас появилась баф, подготовка первой, двинуться дальше, догнать добычу и так далее. Видимо, добычу мы уже догнали. Хотя бы один сникерс скушаем. И, получается, один квасик выпьем. Так, все. Дальше, видимо, будет сейчас у нас с вами схватка. Направляемся.
Наконец-то я нашел. Нужно подобраться как можно ближе и напасть, пока добыча не скрылась. Или не решила, что добыча — это я. Ну, тексты все между собой повторяются. Так, на эту битву мы возьмем, когда получается... давайте ворона возьмем. Из вооружения что мы можем себе позволить? Кстати, я забыл, да? Одеть я забыл. Эм, А где наш, это получается, ножик? Также у нас холодное оружие же здесь должно было быть. Давайте все ивентовое оружие возьмем. Я не вижу, где здесь ивентовое оружие. Столько много вещей у нас есть. И еще пистолет должен быть. Где это наш пистолет? Давайте это мы уберем. Вот и пистолет. И начинать бой. Да, начинаем бой. Сальпугл 4000. Не так уж и много, оказывается, тут у нас есть. Так, первый ход, видимо... А, нет, с первого хода мы можем полностью даже использовать все, что у нас тут имеется. Так, давай зайдем с этой стороны. А может даже ножичком сейчас мы поработаем. Давай ножичком раз. И всю сальпугу полностью мы добьем. Ну, что-то он вообще не тянет даже на финального босса. Те хотя бы можно было 2-3 хода сделать. Здесь вообще с первого хода мы ее полностью вытащили. 500 очков опыта мы с вами заполучили. Так, мне интересно, сколько мы должны таких ходов сделать. Может быть, как обычно, 4 теперь будет у нас. Собираем хитин, обратно осматриваемся, идем по следу. Почему-то сальпуги решили все на север и на север уходить, хотя они боятся зимней. Так, здесь все нормально, все точно, все прекрасно. А, здесь у нас мутировавшие курицы появились. Сейчас из них будем делать на что-то жареное, да, у нас? Ладненько, давай сюда подходи. Первого берем, забираем второго. Сюда можно тоже подойти и тоже можно будет забрать. Как вы видите, мы все ивентовым оружием полностью работаем. Сложности тут у нас никаких не имеются. Давай мы сюда хотя бы немножко встанем. И можно даже вот так сделать. Здесь мы с вами поработаем вот таким образом. И все. И здесь можно... А, здесь не получится, да, у нас? Ну, давай, когда ножичком поработаем. Забираешь одного, забираешь второго. Это сложности нету. Все отлично. Продолжить преследование. Забираем нашу добычу. И просто непонятно, зачем было это сделано. Большое количество дальнейших поездок. Но она однотипная, ничего не интересного. Здесь сейчас бандиты на меня нападут. Все так же повторяется, ничего нового нету. Хотя должно было выглядеть как на охоту. То есть поиск следов, каких-то определенных ингредиентов должно было находиться. Но реально, если мы охотимся на каких-то редких видов животных, то оно должно выглядеть как редкое, и охота до них должна быть особая. А тут получается такое ощущение, что, ну, не похоже, что это охота. Мы все забрали. Отлично. Э, Давай сюда поближе станем. Иди сюда. Берешь, отвлекаешь на себя, проход. И все, мы здесь полностью добиваем. Тогда бы реально было похоже было, что у нас охота. А тут какая-то не охота, а непонятно, что происходит у нас. Ладно, продолжить преследование. Обратно все собираем, все, что тут у нас есть. Движемся к следующему месту назначению. Здесь мы вывели, у нас произошел вывих ног. Ноги, точнее, давай лечить будем. Вывих. И дальше направляемся уже на восток. Поджечь траву, догнать добычу. И здесь мы с вами уже, видимо, будем сейчас бороться с альпугой. Да. Так, получается, здесь все так же оставим, ничего менять не будем. И что тут изменилось? Ничего тут не изменилось. Единственное, что, конечно, мы сейчас очки потеряем для того, чтобы добраться. А остальное все так же у нас с вами остается. Ну, это вообще какой-то несерьезный. Но реально несерьезно как-то у нас происходит охота. Если в реальности увидеть большую сальпугу, еще ножом на нее бежать, но это как-то нереально. Ладненько. Разработчикам, видимо, виднее. Так, здесь мы тоже идем.
Обратно защищаться. От кого защищаться? Обратно от куриц? А, нет, медведь-мутант на нас напали. Ладно, берем писа. А, вот это более-менее уже нормально, похоже на то, что на нас собирается кто-то нападать. Здесь 2 хода, да, мы потратим 2 очка. Мне бы не хотелось 2 очка тратить. Что будем делать? Мы сделаем, когда следующий. Идем сюда. Нет, достать мы не сможем, да, все-таки? А так хотелось бы. Ладно, мы сейчас все равно его добьем. Рельсотрон все равно будет работать, так что она достанет его. Здесь мы немножко просто сделаем так. И отходи назад. Все. Сейчас рельсотрон сработает. Вопрос закрыт. Все, собираем. Идем дальше. Честно признаться, я даже не представляю, какой смысл был данного ивента. Мы просто уничтожаем всю природу, хотя мы охотимся не только на мутантов, но и на обычных животных. Сюжет тоже непонятен. Такое ощущение, что полностью весь ивент делали в торопях. Так, мы обратно догнали. Здесь граната. Опасно. Давай здесь ножичком поработаем. Все, вопрос решили. Закрыли. И, видимо, еще одна будет у нас охота. До 4 мы должны будем собрать. А что у нас? А, у нас с едой проблема, да? Тут возникла. Сейчас, минутку. Решим этот вопрос заранее. И заранее, получается, хотя бы маленькую броньку оденем. Отлично. Здесь что-то нужно забрать? Нет, здесь ничего забрать не нужно. Смотреть, идти по следу дальше. Направляемся. Хотя создание механик, особенно охота и рыбалка, является основополагающим для любых игр в жанре выживания. И я, когда в самом начале играл, я просто удивился, почему не было каких-либо серьезных заданий, касаемых обучающих процессов по поводу рыбалки и охоты. Даже если кто-то в самом начале проходит, вы, может, даже замечали то, что пока игроки доезжали до турбазы, основном на Мурманске, начинали уже плакать: у меня нет еды, скиньте мне еду, у меня проблемы с водой и многими другими вещами. И там, как обычно, начинают на ними игроки прикалываться. Так, напасть. Здесь все нормально, все тихо. Так, давай. 4 хода мы потратим. Да, 4 хода можно даже пропустить. Пропускаем. А, вот теперь фишка в чем заключается. Мы раньше времени ее убивали, получается. Прикольно. Это получается, мы так хорошо играли. Она заражает, да, получается, химическими элементами. Прикольно, прикольно, прикольно. Ясненько. Вы немножко меня удивили. Так, забираем этих троих сразу же. А, мы не смогли, да, троих забрать? Ладненько, давай когда здесь так поработаем. И еще один раз ударом сделай. Теперь получается выход. Твой выход. Бежим сюда. Бьем сюда. И забираем. А, мы забрать его не сможем. Ну, тогда, когда бездействовать, пускай он будет. Не получилось, да, сразу забрать? Ясненько. Ну, сразу забираем. Я медленно ходить? Медленно? Нет, я на это не согласен. Давай-ка сразу добьем. Она даже ближе не подходит. Ну ладно, если не подходит, когда будем таким издалека полностью добивать. Ладно, добили. Так, дальше. Здесь мы достанем? Да, мы достанем. Пистолетом. 100%. Это то, что нам нужно. Пропускаем ход. И здесь давай, ворон, добивай. А там дальше рельсотрона мы полностью добьем. Вопрос закончил. И рельсотроном мы выстрелили. Таким образом, финального босса мы с вами полностью прошли, да? Завершить.
Я выследил и убил всех мутантов, про которых говорил мне лесничий. Нужно разыскать его и показать мою добычу. Так, а что у нас сердечки есть? А мы даже не полечили, что ли, получается? Шить рану. Ладно, зашиваем. Все отлично. Теперь у нас должно быть прекрасно. Едем лесничему. Сдаем задание. Так, Дед Мазай говорит следующее. Живой. А это что, сальпуга? Ну и мерзкие же они. Вблизи то. Но я у себя ее башку все равно повешу на память. Такая себе память, говорит наш персонаж. Ничего, помнить нужно всякое. Жизнь вообще не малина. Не сплошь героизм и победа к слову. Я сам-то на героя не тяну. Охотником я был, а вот насчет лесничего... Что? Да, обычным браконьером я был при союзах, вот что. Никакой охране природы и не думал до катастрофы. Ну реально он не похож на лесничего. Ты серьезно? Куда уж серьезнее. Это потом уже увидел, что выходит, когда плевать на мир вокруг. Ну, на то, что с людьми будет. Поздно схватился, конечно. Да брось, мир-то рухнул никак не из-за тебя. Как будто от этого легче смотреть на его руины. Но, по крайней мере, теперь, пока жив, стараюсь сделать, что могу. И у тебя получится. Кстати, вы заметили, что если он даже лесничий одел фуражку, здесь хотя бы должно было серп и молот, либо звезда должна была быть находиться. Видимо, немножко разработчики политкорректность поработали, да, здесь? Ладно, спасибо на добром слове. Мы с тобой много хорошего сделали, теперь люди смогут спать спокойнее. Да и я тоже, что уж там. Я рад, что смог отправиться со всеми этими мутантами. То есть справиться. Справился, причем отлично. Не жалею, что отдаю тебе мое снаряжение. Мы наверняка еще встретимся. И я с удовольствием послушаю, каких еще опасных тварей ты смог из него подстрелить. Договорились. И что нам даст? А, нам арбалет дали. Да, арбалет у нас называется гюрза. Жертва останется медленно умирать, не в силах далеко уйти, значительный урон со временем и штрафом передвижением. Так, мы видим, и здесь какой-то стопроцентно столбняк. Давайте посмотрим, что за столбняк это у нас относится. Поэкспериментируем с данным видом вооружения. Направляемся к базе. Здесь как раз у нас должны уже животные появиться, потому что сколько там уже, 7 дней или 6 дней подряд мы с вами проводим геноцид зверей. Так, а искать, охоту делать. О, как раз мишки появились, то, что нужно. Не, с тобой уже привычка стала атаковать. Здесь мы выбираем рельсотрон. И за место него теперь давайте попробуем с новым арбалетом, который у нас с вами есть. И посмотрим, нужно его брать, либо не нужно его брать. А вот и сам арбалет. Тут, получается, у нас появилось 5 новых вооружений, да? Из того, что здесь вы наблюдаете. Холодное оружие, пистолет, здесь арбалет, и у нас еще автомат, по-моему, был. Вот он, тоже у нас имеется в нашем вооружении. Надо начать бой. Что сделать? Мы дотянемся? Нет, мы не дотягиваемся. Ход еще один вперед. Теперь можно дотянуться. Выстрел. Что он дает? Столбняк. Скорость движения минус 3. Урон за ход 350. Длительность 2 хода. Нет, ну данное вооружение для тактических вещей очень даже полезно. Некоторые NPC-шки двигаются в 3 клетках, получается. Кто-то в 4 клетках может двигаться. Сейчас в данный момент медведь должен не двигаться, он должен стоять на месте. Давайте посмотрим. Да, что и требовалось доказать. То есть медведь дальше будет стоять, так что это вооружение даже очень полезное. Мне кажется, что те ребята, кто на начальных этапах работает, она даже вам в будущем очень сильно поможет. Так что обязательно ее берите, потому что еще один ход у нас есть в запасе, и мы можем даже стрелять. Кстати, она удваивается, что ли? Урон за ход 350 и 350. Итого должно быть 700. Давайте сейчас посмотрим. Выпустить ход. Да, 700 она полностью забирает. Ну, тогда могу сказать, что арбалет даже очень хороший. Даже очень хороший. Но только она 2 раза стакается. На третий, видим, стакаться она уже не будет. Окей. Так, получается, мы прошли с вами ивент, сами видели, сами наблюдали. И таким образом у нас вот такая чистая, красивая коллекция с вами вышла по данному ивенту. И теперь перейдем к выводам, что хорошо, что плохо и так далее. Ну, жирный плюс данного ивента заключается в том, что разработчики наконец-то обратили на это внимание. Ну, по крайней мере, я не видел. Я начал игру проходить, по-моему, в августе или в сентябре. И этого ивента у нас, к сожалению, не было. И охота и рыбалка приходилось самостоятельно все изучать, самостоятельно все понимать и так далее. В итоге, получается, дойдя до
турбазы, если не ошибаюсь, возле Ленинграда. Только тогда я уже начал заниматься и охотой, и заниматься рыбалкой, и многими другими вещами, где в итоге хоть как-то пытался поднять экономику. Но, сами понимаете, на начальных этапах не всегда получается автобоем это все полностью делается, и слишком много времени на это полностью уходит. Теперь поговорим о основных минусах. Мне кажется, то, что данный ивент делали спеша, то есть был поставлены, может, какие-то временные промежутки для ее выпуска в саму игру, и разработчики еще не до конца все продумали. Почему? Почему мы так можем судить? Причина заключается несколько, как вы видите, получается. Мне пришлось почти всю карту обыскать, все необходимые здания, как здесь вы видите, и мы только в нескольких зданиях находили журналы егеря. Это является самой проблемной частью поиска всего того, что у нас есть. То есть журнал егеря даже здесь у меня закончились. В итоге получается рыбалка у нас большинство, самая популярная вещь, которая здесь можно быть, и икринки рыб, которые у нас тоже есть. А все остальные немножко дефицитные вещи, которые можно было найти. Ну ладно, даже если журнал дефицитный, но оно находилось только, получается, в здании охотника и в здании, получается, библиотеки. И в итоге, получается, у бандитов, спец таких дома, где приходится с ними было драться. Вот вопрос возникает, а почему нет было библиотеки в школах, почему не было библиотеки в институтах? Ведь это же тоже же учебное заведение, там тоже должны были эти книги полностью находиться. По логике вещей, если так посмотреть. Следующий момент. Почему не доработали и спешки это все делалось? В том, что, получается, раньше как-то можно было это все менять. То есть, получается, мы даже когда проходили различные ивенты, то мы знали то, что меняя те или иные вещи на другие, можно было улучшить. Например, самый минимальный журнал рыболов, например, за 5 журналов рыболова можно было получить журнал, например, егеря. Например, за 5 штук егеря можно было получить следы добычи. За 5 следы добычи можно было получить заметки охотника. Как-то так. Можно было менять. В итоге как-то легко можно было это полностью использовать во время прохождения ивента, а не так, что приходилось, во-первых, заниматься геноцидом всего и вся, что здесь живет, и также приходилось проводить полностью тотальный обыск всех городов, которые здесь мы с вами в данный момент можем наблюдать. Хотя за 1 час, за 1,5 часа, это, как вы сами видите, мы это все делали. Следующий момент, почему в спешах это все полностью... То есть третий признак, показывающий, что они все это быстро все это делали. И предполагаю в том, что ну, сюжетная линия непонятна. Откуда это дед лесничий, для чего он появился, как это произошло, какую-то линию можно проработать и так далее. Да и сами вариации прохождения убийств тех или иных животных, это было очень легким. Приходилось просто двигаться вперед, назад. Как вы видите, можно было их легко и спокойно полностью убить. Хотя, если мы с вами, например, охотимся на других животных, например, то же самое под Магнитогорском в шахте, если мы ходим, они имеют хотя бы броньку, там немножко нужно думать, немножко варьировать, использовать различные вооружения, а здесь, получается, ну, обычные вооружения мы полностью уничтожали. Вот такие моменты имеются в данной непосредственно игре. А что мне бы хотелось бы полностью, чтобы добавили? То есть, я еще раз говорю то, что в играх в жанре выживалки неотъемлемая часть является охота и рыбалка. Если здесь разработчики смогли нам показать, что можно было на щуку охоту, на сетры, на сама, то почему линейку рыб не сделать в большом количестве? У нас только одно название — рыба, больше ничего у нас здесь нету. То есть, получается, рыб-мутантов у нас в водоеме она не ведется, хотя радиоактивных зон у нас кучу. Здесь можно просто по-другому переиграть. Если мы, например, видим, что понятно, что разработчики не ломали голову по поводу проработки данных рыб, а создали одну рыбу и в итоге везде на водоемах полностью водится, то можно отойти от этих стандартных вещей и, например, рыбу сделать, ну, постепенно хотя бы довести, первый патчем выпустить 5 видов рыбы, которые может водиться. Они могут быть мутирующие, могут быть простыми и так далее. Но основным
акцентом сделать не на количество, а на килограммы. То есть, если ты ловишь рыбу, щуку, например, ленидарную щуку ты поймал 20 килограмм, то из нее можно, например, э, копченую рыбу сделать, например, 4 штуки. Или там, в зависимости, одна копченая рыба, например, весит около 5 килограмм необходимых. Итого из одной пойманной щуки можно делать 4. И этой копченую рыбу можно продавать и торговаться, и многими другими вещами заниматься. То есть в дальнейшем это приведет к чему? К тому, что можно создавать турниры, в дальнейшем это можно создавать э, какие-то предпосылки ловли легендарных рыб, легендарных самов, легендарных щук, легендарных осетров и многих других рыбных водоемах, где водятся те или иные легендарные виды, ну, по крайней мере, тех же самых рыб, либо животных. Как их можно будет полностью найти? То же самое, у нас есть с вами задания, где они могут тоже выскакивать в каких-то моментах. Либо они могут, например, находиться здесь, в тавернах, может быть, информационной части, что был замечен какой-то легендарный, я не знаю, там белый лось или там альбинос, в которых имеется. И ты начинаешь постепенно искать зацепки по всему региону, району или между городами, тех или иных вещах, ту или иную информацию, которая у нас имеется. А дальше, почему-то здесь, мне кажется, необходимо еще дополнить верстак или дом охотника, или как по-другому можно будет полностью назвать. Либо не здесь, но, может быть, даже внутри, в городах, дом охотника, например, да, где можно купить те или иные ингредиенты, которые здесь у нас имеются. То есть даже если в магазин зайдем, мы видим, что здесь продаются приманки, различные наживки для удочек, разновидности удочек можно сделать доночную, поплавочную, только проработать те или иные механики, которые можно будет. И в итоге разнообразие охоты и рыбалки, она, ну, улучшится. Игроки станут более-менее по-другому относиться к данному виду. Не так, что заниматься полностью геноцидом тех животных, которые здесь у нас есть. Также здесь, мне кажется, не хватает каких-то сценариев. И поэтому здесь напрашивается лишь одно, что она должна быть не отдельным ивентом данной игры, а как одно составляющее полностью архитектуры данной игры. То есть, если мы начинаем прохождение уже, получается, с города, я даже забыл, как этот город называется у нас, и вот на букву Н, не помню, ладно. Например, мы добрались до Мурманска, и в итоге, получается, мы впервые начинаем знакомиться с рыбалкой. В дальнейшем, подходя к Кандалакше, мы знакомимся с охотой. В Беломорске, например, мы там убиваем первого какого-то мутантного зверя. Хотя в Мурманске мы тоже убили первого мутанта рысь. Или даже можно здесь по-другому как-то переиграть. Ну, то есть она поэтапно входит полностью в весь процесс игры, который у нас с вами есть. Различные можно искать зацепки. Какие-то могут крафтовые моменты находиться. Например, скрафтить какую-то удочку. Для того, чтобы создать какую-то супер удочку, требуется, там, не знаю, золотая кость, требуется какая-то легендарная шкурка от каких-то либо зверей, где в итоге мы, получается, собираем те или иные оружия, которые нам помогут ловить. Даже, например, выходя на охоту, мы убили, например, медведя, да, нужно выходить на охоту, например, снайперским ружьем, либо с арбалетом, либо холодным оружием. Тогда у нас будет чистая кожа. А если мы, например, выходим на охоту цикутой, да, и гранатометом, то здесь, например, у нас не будет целая кожа, а будут какие-то тряпки, из которых приходится в дальнейшем собирать. То есть здесь уже нужно будет думать о тех или иных вооружениях, когда ты выходишь на какую-либо охоту и так далее. То есть вариации можно сделать тысячу и тысячу, и она будет как раз вжива в механику, и ребятам будет уже интересно что-то новое, что-то интересное. А если даже сделать, например, таблицу рейтинга в данной панели, я не знаю, можно здесь рейтинг добавить, может быть, убрать здесь количество у нас э, радиации, да, и ее перекинуть, например, на верхнюю часть. Здесь как раз она и напрашивается, да, здесь сразу будет у нас все панель информации, которая у нас по персонажу. Здесь можно, например, поставить рейтинг. Либо который нажимаешь, и ты видишь, например, да, книга там охотника, книга рыболова, и ты нажимаешь на книгу рыболова и видишь, например, никнейм и кто поймал, например, самую крупную рыбу, кто поймал самую редкую рыбу, кто поймал самую такую-то какую-то определенную рыбу.
зависимость, а для того, чтобы поймать, требуются какие-то определенные приманки. То есть люди начнут думать, интересоваться, как это можно сделать, как это можно охотиться. Продумать какие-то миграции, может быть. Я не знаю, рыба ловится зимой, какая-то определенная. Рыба ловится во время э, токсичного дождя. Рыба ловится ночью, рыба ловится утром, если мы какую-то редкую рыбу хотим поймать. Либо, например, в активном болоте, например, можно поймать какую-то определенную редкую рыбу, которую находится в тех или иных климатических условиях и так далее. То есть можно продумать, ну, реально большое количество вариантов, которых, ну, разнообразило бы выживание в данной игре. А то порой непонятно становится, то у нас Новый год, какие-то сверхъестественные снеговики бегают полностью, то у нас оживают демоны, дьяволы, бегающие и многие другие вещами. А хочется просто, чтобы это было как реально в жанре выживания, где непосредственно данным наш герой пытается выжить. И мне до сих пор даже непонятно, почему разработчики сделали главный герой только мужчину, хотя в эту игру играют и большое количество женщин и девушек. Поэтому, мне кажется, сюжетную линию нужно немножко переделать, переработать, чтобы у каждого игрока была возможность выбрать либо женский пол, либо мужской пол. А как это можно сделать? Например, чтобы в самом начале выживания у нас, например, если мы выбрали женский пол или мужской пол, возможно, это были дети, которые ищут своих родителей. Ничего не нужно менять, просто нужно переписать некоторые сценарии, подправить, сделать, и в итоге, получается, сцена остается почти одна и та же, дойдя до финиша, например, да, и так далее. То есть вариантов можно продумать очень большое количество. Единственное, конечно, уже дойдя до 100-го уровня, тебе становится очень и очень скучно играть в эту игру по причине того, что, ну, нету дальнейших никаких развитий. Ты застрял в 100-м уровне, и дальше тебе уже неохота что-либо делать в данной игре. Поэтому разработчикам нужно в срочном порядке придумать продолжение данной линии. Хотя бы до 110-го уровня нужно продумать этапы, я не знаю, там дальше продвижение на восток, то есть на Владивосток, например, главную сюжетную линию сделать. Там история с японцами, южнокорейцами, может быть, те же самыми какими-нибудь другими синдикатами, я не знаю. Либо, может быть, на север в арктических полюсах. Либо создать какой-то отдельный континент, куда можно мы направить, например, на ту же самую Аляску, на северную, то есть имеется в Северную Америку, в виде Аляски, где там будет дальнейшее продолжение. То есть работы еще большое количество. Но единственное, что, конечно, почему-то разработчики прям зацепились за эти ивентовые процессы, хотя можно было бы перезагрузить те или иные процессы, вернуть механизмы, которые были, механики, точнее, были старые, которые давало тебе возможности, ну, реально почувствовать выживание. А сейчас ты чувствуешь более ванильные условия, и как-то не так. Либо нужно разработчикам продумать следующие механизмы создания классика, например, как есть большинство мощные игры, где создают классику и создают ванильную, да. По ванильной части это более современные. Тем ребята, кто впервые начинает играть в данную игру, они используют какие-то уже новые сложившиеся механизмы, а для старых олдовых игроков, здесь реклама еще появилась, создать определенную классику. Для этого, мне кажется, сложности тут нету. Два сервера крупных создать и в один сервер для олдов, других сервер для новичков. Так, тут показывают, как штормовка егеря у нас появилась. Штормовка егеря дает повышенный уворот, а также дополнительную атаку. Ты можешь расставлять капканы на поле боя. Не, классная идея, но я считаю, что это должно быть не ивентовой части. Кстати, да, как раз по поводу капканов. Представим себе картину, что мы, например, охотимся на того же самого белого зубра или какого-то легендарного зубра. У нас есть всего лишь 10 ходов для того, чтобы его полностью убить. Если мы в течение 10 ходов не справляемся, то наша добыча убегает в соотношении. Но здесь, конечно, потребуются ловушки, капканы, в которых можно внутри игровых процессов это делать. А где это все можно делать? Конечно, дом охотника, либо, я не знаю, как по-другому, дом егеря, как можно по-другому назвать, и где внутри можно полностью проработать. А также касаемо по поводу водоемов, например, у нас есть птицеферма, да, здесь везде раскинутые птицефермы, которые у нас указаны в соотношениях. Почему бы не сделать возле этих же озерах, например, какие-то рыболовные хижины,
где мы будем точно знать, что там в этих местах какие-то можно редкие рыбы можно половить или какие-то экземпляры можно поймать и так далее. Но это просто мои доводы, мои видения по тем направлениям, которые в этой игре можно будет сделать. А так, потенциал данной игры очень и очень огромный. Только единственное непонятно, почему разработчики этого не видят и не хотят. Основной акцент делают на дальнейшем донатном направлении, хотя можно использовать те же самые донатные вещи, но немножко поменять те или иные механизмы внутри игры. На это у меня все. Если серия вам понравилась, не забудьте подписаться, не забудьте в комментариях указать на то, имеющие лайфхаки быстрого прокачки. По крайней мере, пока сейчас никто еще не написал. Я так думаю, это даже не актуально. Если, как говорится, нет актуальности, зачем, как говорится, снимать очередной видеоролик о том, что народ бы не хотел бы полностью увидеть. На этом у меня все. Всем всего доброго, до свидания и удачи. Увидимся уже с вами в следующих сериях. Всем